Всем привет, с вами Психолог Онлайн, и сегодня мы говорим о сериале, самом сейчас популярном, это «Слово пацана». Кто не смотрел, имейте в виду, что дальше, конечно, будут спойлеры. В этом ролике вы узнаете, почему на самом деле Айгуль прыгает с крыши, почему пацаны не извиняются, почему Марат предатель и кого он предает, и почему в конце сериала он плачет. Все это мы сегодня и будем обсуждать. Этот сериал стал просто каким-то событием современной массовой культуры. О нем говорят, о нем спорят, но нам он интересен, конечно, с точки зрения психологии. И самая, на мой взгляд, любопытная здесь тема — это тема парадигмы, вообще мировоззрения человека и парадигмального кризиса. Парадигма с греческого переводится как пример, образец, и мы сейчас говорим об образце мышления. Это набор когнитивных установок внутри отдельного человека или группы людей. Этот набор отличает этого человека или группу от остальных и создает такой элемент сплочения. То есть взять ту же улицу, это улица, пацаны, это определенные понятия, пришедшие во многом из тюремного мира. У них есть свои обряды посвящения, инициации, так называемые пришивки. Здорово, пацаны! Я пришиваться пришел. Есть также обряды изгнания из группы, отшивания. И при всей жестокости этих правил мы можем, тем не менее, взять вот это за образец, как вообще в жизни человека происходит смена парадигм, выход из одной парадигмы, вход в другую. Ну, это, скажем, там, брак, рождение детей, смена религии, иммиграция, смена языка. Во многом это кризис, это боль. Но часто это и радость, это открытие новых возможностей, новых потенциалов, которые раньше не замечались. Это отбрасывание старого, ветхого, того, что уже не работает, и выход на какие-то новые пространства. Не всегда толком мы даже осознаем, как попали в ту или иную парадигму. Вот, например, Марат. Ему 14 лет, но он уже группировщик, он уже на улице. И таким он стал, скорее всего, из подражания своему старшему брату. А старший брат — герой, боец, чемпион, афганец. Его уважают в районе. Ну, в общем, все критерии, чтобы быть значимой фигурой для подростка. Так и происходит. И для Марата вот этот уличный мир — это комфортная, привычная среда. Вообще улица — это такой один из образов детства. С его незрелостью, с его примитивным мышлением, опорой на авторитеты. Даже вот эта фраза «пацаны не извиняются», она же совершенно не взрослая. В ней комплексов больше, чем слов. То есть это такой клубок из эмоций. Ну, во-первых, страха. Я буду слабым. Я буду униженным. Я буду так выглядеть. Подумают: ой, маленький мальчик, он плохо себя вел, он просит прощения, он слабый. Ну и, конечно, гордыня, надо же быть мужественным, доминирующим, альфа-самцом, я всегда прав, я не извиняюсь. То есть это такое стремление к взрослости, которое как раз и выдает, что взрослости-то там и нет. Итак, пока что Марата все устраивает, но уже с первых серий мы видим некие звоночки будущего кризиса. То, значит, его зовут на делюгу, очевидно, какое-то преступление, куда Марат идти совершенно не хочет, не настолько он фанатеет от улицы. То обманывают мать его недавно пришившегося друга, тоже не совсем комфортно. Но это еще цветочки, конечно, для серьезного кризиса этого мало. И тут Марат влюбляется, а вот это уже серьезно, потому что влюбленности, как мы знаем, рушат даже кровавые вендетты где-нибудь в Вероне. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой.
когда он влюбляется под эту пацанскую, уличную, блатную романтику, закладывается бомба замедленного действия. Почему? Потому что когда у тебя есть девушка в этом уличном мире, это риск, ведь ее могут изнасиловать и с ней придется расставаться. А вот здесь открывается интереснейшая, глубокая тема вообще отношения к сексу. Секс как осквернение, секс как зашквар, как некий порок, как грех. Это почти религиозное отношение к сексу, когда мы делим людей на чистых, нечистых, на порочных, непорочных. И главный критерий для нас — это кто, с кем, а главное, каким образом. И вот происходит изнасилование, после чего Айгюль обвиняют в том, что она сама согласилась. А это значит, что она шлюха, с ней встречаться уже нельзя. И главным образом внимание акцентируется на способе, то есть на оральном сексе, которого вроде как не было, но в данном случае для нас это не важно. Термин «вафлерша» — это феминитив от «вафлер». Тут мы уже идем в жаргон мужских тюрем. Вафлер — это мужчина, который добровольно или принудительно, там уж кто как понимает, сосет член. Соответственно, такой человек уже унижен, он вне общества, он как минимум обиженный. И с изнасилованием такая же история. В женских тюрьмах такого нет. Там изнасилование никак не меняет твой статус. Ты не становишься изгоем, ты не становишься униженным. Почему же девочки на дискотеке сторонятся Айгюль как чумы? Даже в каком-то смысле гнобят ее, изгоняют из своего общества. Насколько это достоверно? Ну, у нас сейчас нет цели критиковать сюжет за недостоверность. Давайте пока просто примем этот факт как данность и попробуем понять, а в чем же тут дело. Во-первых, само изнасилование — это сексуальный акт, а мы помним, да, что секс — это нечто священное, это то, исходя из чего мы делим людей на порочных, непорочных, грязных, чистых, и, соответственно, это очень удобная почва для создания козла отпущения. То, что мы, девочки, ее чмырим, это означает то, что мы другие. И мы, как другие, сильнее сплачиваемся друг с другом. А вот этот момент сплочения для людей с низкой самооценкой — это просто must-have. Это то, что необходимо. И поэтому любые способы оказаться где-то в стаде, будь то мода, спортивные мероприятия, шествия с флагами, распевание песен, школьный буллинг — это все способы убежать от этого страха. Страха остаться в одиночестве. Страха того, что если я останусь один, меня задавят. И в данном случае, если не будет вот этого козла отпущения, то им могу стать я. Поэтому эта вакансия всегда должна быть кем-то занята. Эти девочки, они живут в условиях, где в любой момент любую из них могут обвинить в чем-то подобном. И поэтому они цепляются за того, кого уже обвинили. Вот, она плохая. Да, мы понимаем, что она плохая. Мы-то понимаем, мы не такие, нас не трогайте. Теперь, что касается способа. Почему-то именно оральный секс считается этими уличными ребятами чем-то особо постыдным. Кстати, от некоторых клиентов и клиенток я тоже слышал подобные сомнения, подобные идеи про неестественность некоторых форм. Для мужчин тоже эта тема актуальная. Делать кунилингус или не делать? Является ли это зашкваром? Останусь ли я мужиком после этого, вообще-то говоря? И поэтому некоторые от этого воздерживаются, считая это чем-то недопустимым. А другие делают, но скрипя сердцем и сильно комплексуя по этому поводу. И откуда же здесь растут ноги? Да все из того же тюремного мира. Потому что для вора в законе женщина — это, во-первых, существо ниже рангом, чем мужчина. Во-вторых, иметь жену — это западло. Почему? Потому что вообще любые связи с социумом иметь, жену, детей, работу — это западло. Нужно быть независимым ни от чего. Поэтому, если вы хотите быть последовательными в этом отношении, вам нужно как минимум уходить в монастырь, но и там придется работать, поэтому ситуация сложная. Но часто люди предпочитают не быть последовательными,
Не лезть в эти дебри, это некомфортно. Лучше взять то, что лежит на поверхности, и благополучно комплексовать по этому поводу. Что же можно сказать на аргумент про неестественность? Ну, как минимум то, что это не аргумент. Когда мы вышли из животного мира, когда мы создали культуру, естественность, к радости или к печали, но осталась позади. И большинство того, что мы делаем, это неестественно. Наши ноги создавались природой для того, чтобы ходить, а не для того, чтобы крутить педали велосипеда, играть в футбол, ну или там давить виноград, например. Наши губы нужны для того, чтобы принимать и пережевывать пищу, но никак не для поцелуев, не для курения, а некоторые еще и шарики надувают губами. Это же вообще извращение какое-то. А в естественности, то есть в природе, там нет никаких прелюдий. Там нет добровольных согласий, свиданий при свечах. Там все происходит инстинктивно и преимущественно через насилие. Это мы придумали договариваться на добровольной основе, но это все совершенно неестественно. И осознание этого факта может разрушить чью-то парадигму. Да, кстати, вернемся к теме парадигм. Марат видит, как его любимую девушку травят, причем те же самые ребята, по вине которых ее изнасиловали. А брат, тот самый старший брат, который пример для подражания, который такой столб, и для Марата это вот несущая конструкция для всего его уличного мировоззрения, этот брат не просто ничего не делает, он делает еще хуже. Он удерживает Марата, чтобы тот не побежал за Айгюль. Возможно, это бы ее спасло. Но тут возникает кризис. Вот здесь уже возникает настоящий серьезный кризис. Возникают вопросы. А кто вообще все эти люди? А что мне вообще эта улица? Зачем это мне все нужно? Кто мне все эти люди, которые в самые главные моменты моей жизни, в самом важном, они меня не поддерживают, они только все портят? Я так тебя с Афгана ждал, Вов! А ты? Трудно. Очень трудно просто взять и сразу выйти из мировоззрения. И мы видим, как Марат борется. Мы видим, как он пытается усидеть на этих двух стульях. Он отрицает происходящее. Он не хочет в это верить. Может, не было ничего? Ты сам-то видел? Видел? Гуля, не было же ничего. И он не готов так просто вот на ровном месте взять и стать чушпаном. Мы помним, как болезненно реагирует одна парадигма, когда ее пытаются опустить, пусть даже на словах, до уровня другой. Разъезд! Чушпаны! И в итоге Айгюль тоже оказывается в этой парадигме ненужной, причем никому. Родители говорят с ней через губу, полицию не зовут. Это ведь позор. А что соседи скажут? Важен же не человек, в данном случае собственная дочь, а репутация. Не надо никого искать. И заявлений не надо. Хватит нам и этого позора. Он там был? Говори быстро. Не был? Если б не был, и тот не был. Вот шалава малолетняя. Не хочу. Ну, я вылю тогда. Да и зачем вообще в чем-то разбираться, когда можно просто обвинить, повесить ярлык и как-то примитивно объяснить эту ситуацию и просто жить дальше. Потому что копать это же всегда неприятно. Могут всплыть какие-то вещи, которые совершенно для родителей некомфортные, что они сами виноваты, что они не уследили за дочерью и так далее, и так далее, и так далее. И вот, ощущая себя лишней, Айгюль бросается из окна. На заре голоса зовут меня. На заре небеса зовут меня. Чему нас учит эта история?
Ну, во-первых, тому, что если мы не хотим, чтобы наши дети бросались из окон, то мы должны понимать, что к этому приводит. А приводит к этому главным образом одиночество, выключенность из контекста, заброшенность, когда человек остается один на один с вот этой вот экзистенциальной тоской, с бессмысленностью, и рядом нет никого, с кем можно этой болью поделиться. Тогда единственным выходом видится перестать мучиться и просто прекратить это. После смерти Айгюль Марат идет к пацанам и зовет их на похороны. То есть как-то еще хочет примирить вот эти вот два мира, свой внутренний, любовный, и мир улицы, мир пацанов. Но после того, как они его посылают, в нем, видимо, что-то щелкает, и он спокойно встает под удар, его отшивают. Но он не просто уходит в никуда, он возвращается, еще и сдает всех этих своих бывших кентов. Они его называют крысой, то есть предателем, как будто бы он еще был с ними и решил их предать, но прикол-то в том, что он уже был не с ними. И они его отшили, и он их внутри себя уже послал. Поэтому это месть, но никак не предательство. Это, кстати, еще одна интересная тема, актуальная для отношений в паре. Потому что в паре очень часто то, что считается предательством с одной стороны, совершенно по-другому видится с другой. И если вы считаете, что вы будете с партнером во всем совпадать в ваших интерпретациях, то все намного сложнее. И вот как иллюстрация этой коллизии, это разговор Марата с пальто. Мы видим, что на одни и те же вещи они смотрят совершенно по-разному. Я не прыгал и пацанов своих не сдавал. Своих? С хрена ли они свои-то? Там живем на одной улице. Что они сделали? Затравили ее, что она в окно вышла. А для тебя они свои. Это сволочи. Сволочей надо наказывать. Есть закон выше, чем пацанский. Нет такого закона. Просто ты не пацан больше. Что тут делает Марат? Он производит деконструкцию старой парадигмы, он обесценивает ее святые постулаты, потому что вот это вот свои, пацаны, один за всех, все за одного, это же было незыблемо, это критике не подвергалось. А если что-то начинает подвергаться серьезной критике, то, как правило, оно этой критики не выдерживает. Так здесь и происходит. Деконструкция, как очень сильная психологическая техника, которая направлена на выход из прошлых, старых, неработающих стереотипов в некие новые пространства, деконструкция начинается с вопросов. Что, почему, как, то есть то, что раньше считалось святым, сейчас требует аргументов. И тогда у нас есть шанс выхода на новый уровень. Это и есть взросление, о котором мы говорили в начале. Почему в конце, дорвавшись до вот этой сладостной мести, Марат плачет? Ну, здесь несколько объяснений. Во-первых, это элемент кризисной терапии. То есть с момента того, как Марат узнал о смерти Айгюль, мы не видели, чтобы он плакал, чтобы он как-то позволял себе проявлять эмоции. Возможно, это потому, что он ощущал ответственность отомстить, что нужно держать себя в руках до определенного момента. Здесь он отомстил и может дать волю чувствам. А во-вторых, он мог понять то, что месть не дала ему того, чего он ожидал, то есть облегчения. Ну и третье объяснение, оно скорее поэтическое. Марат, избивая своего врага, мог осознать, что вот как раз это и делает его причастным к смерти Айгюль. Ее же убило насилие. В самом широком смысле и физическое насилие, и психологическое. И Марат в своей жизни, совершая подобные насильственные акты, и даже сейчас, казалось бы, совершая месть за свою девушку, он тем самым подпитывает этого монстра насилия, который и пожирает таких хороших девочек, как Айгюль. И это, конечно, печально. В общем, сериал дает нам пищу для размышления в разных плоскостях. Если у вас есть свои мысли о сериале или об этом обзоре, пишите в комментариях, это очень интересно, давайте общаться. Ну и плюс лайк, подписка, комментарии, конечно, это всем известно, влияют на продвижение канала, чего греха таить, поэтому, если хотите в этом поучаствовать, я буду рад. И до новых встреч! А может, ночь не торопить и
И все сначала повторить, нам все сначала повторить. О, как мне быть? А может снова все начать? Я не хочу тебя терять, я не могу тебя терять. О, как мне быть? Как быть?